Дорогие друзья, всем привет! Рад представить вам интервью с Климентом Попей-Ивановым. Климент, привет! Привет. У нас дубль не получился, и он меня троллит. Как у тебя дела? Нормально. Как тебе этот International в целом? Расскажи. Ты бывал на всех интах в разных составах. Да. Как тебе этот инт? Не все разные составы были. Те 3 или те 4 не менялись. Как это состав? Хороший. Хорошо, давай поговорим сразу о результатах в групповом этапе. Вас расценили как фаворитов этого ивента, но, к сожалению, вы даже не вышли в виннера. Да, второй день был трудный. Давай по порядку. Почему у вас не получилось, показать результат, который вы хотели? Сейчас показывается так, что все команды, кто пробует играть на early game, что они берут играют с одном керри. Они не выигрывают сейчас сильно. Вот все эти команды, как Liquid, Navi и мы проиграли против Navi StarLadder, и мы стали играть как они. Очень быстро. Пускары там приехали с Виспом, с Ченами и пошли играть в такую доту. А что-то не идет такая дота. Даже Alliance идет вперед из-за этого, что они играют в лейт-гейме. И у них есть все герои на 3 лейне, кто будут все время, их можно все время использовать. Они никогда не будут useless. Поэтому мы неправильно сыграли там пару игр, а потом сноуболили сразу все луса. Мы проиграли второй день все игры. А первый день прошел хорошо. Третий день тоже нормальненько, 2-2. Но второй день просто очень плохо вышел. То есть сейчас, в принципе, превалирует такая вязкая дота? Да. Когда нужно... International Dota. The International Dota. Хорошо. Когда late game очень important. А отличается ли Russia. как-то игры до International, все турниры, которые были, стиль у команд, и на самом International? Все готовятся наверняка к одному ивенту. Да. Сколько отличается? Понятно. В последний день вы все-таки нашли все силы и обыграли Ликвидов 2-0, тем самым не пустив их в виннера. Да. Что вас мотивировало? То есть откуда, нашлись силы, когда вы все время проигрывали? Мы бомжи, они должны тоже быть бомжами. Так что хоть кого-то выиграем. Окей. Очень многие команды, в принципе, жалуются на то, что в лузерах сразу начинается Best of 1. Да. Справедливо это или нет, как думаешь? Мне это не нравится, никому это не нравится, но нету времени, так что надо играть в Best of One. Окей, показывает ли это реальную силу коллектива? То есть два коллектива, обычно, если Best of 3, то там у тебя есть возможность отыграться, а здесь получается как рулетка. Да. Вопрос такой, может быть, некомфортный для тебя, но попрошу ответить. Почему вы поменяли состав после шанхайского мажора? Менял я побольше Виха, чем Мизери. Что-то вот так пошло, что надо было взять Юниверса тоже, когда Артура хотели. Мизери, он отличный человек и играет очень хорошо. Но Виха мне просто нервы Не трепает? Да, он молодой. Я сказал даже ему, что если ты не поменяешь себя, тогда трудно мне будет. Мы сыграли Dota Pit или что такое, да, ничего не меняется. Надо показать ему, что так нельзя. А что-то вышло вот так, что надо было Мизери тоже кикнуть, и все это произошло, и, нехорошо все вышло. Если бы у тебя была возможность тогда не делать это решение, ты бы поступил сейчас так? Нет. Я думаю, что я сделал правильное решение, даже если это для меня, для International неправильно было. Я думаю, что у DC сейчас очень отлично все идет, и у нас тоже хорошая атмосфера. Поэтому я даже не знаю, что если я не буду делать, может быть, это неправильно было, но мне надо было чего-то делать. Чуть позже потом уходил снова в Юниверс, в связи с чем был его уход. Это ваше было решение, вы его кикнули? Не, он ушел. Он захотел сам играть. Он assassin. Envy в последнее время очень часто встречается на мидлейне. Почему вы пришли к такому решению? Артур побольше хотел играть на керри героев.
Да, но... И керри-герои, они иногда бывают же на изи лейне. И роль для Артура играть эти таких героев, как Разор и Death Prophet, что-то не вышло. Надо было поменять что-то. И Envy сам взял на себя, что он это будет делать. Он в паблике очень много играет, он тестит вещи, и он просто играет эти герои постоянно. Он играет Dead Prophet, там, других героев, кто идут на Middle Разора, там, Dragon Knight. Он просто идет в паб, и он играет таких героев для себя, просто узнать. Но суть в этом, что он уже играет этих героев очень много, почему и нет. Но на профессиональной сцене тебе не кажется, что ему не хватает опыта вот на этой линии? Да, не хватит опыта, но надо что-то делать же. Надо что-то менять, чтобы все выиграть, чтобы что-то выиграть. Мы Open Qualifier выиграли за счет этого, что Envy взял в свои руки и сделал, что надо сделать. Об Open Qual'ах еще поговорим. Тебе не кажется, что Артизи в последнее время очень много фидит? Вот с оглядкой на те же самые Open Qual'ы. Хорошие вопросы. Ну, как ты на него ответишь? Может быть, да, фидит. А что ему нужно делать? Вы как-то ему об этом говорите? Вас же это наверняка не устраивает. Он фидит постоянно, когда команда не функционирует правильно. Когда не знаю, что делать, тогда он будет там рассказывать, знаешь, они могут вот это делать, и где-то вот это, и я уже под где-то тауром бежу и умираю. И вот так происходит. Ну, он как Данил тоже такие вещи делал. Он тоже там рассказывает. Когда у нас стратегия как бы не сработала, и мы не знаем, что делать, тогда он будет там рассказывать какую-то хитрую вещь, там мышка, там котенок что-то там делает, и он умирает где-то на карте. И тогда D&D фидит тоже. Вопрос про Open квалификации. Насколько было сложно тебе пройти вот эту мясорубку сначала Open, потом Main квалификацию? Open qualifications was very hard. Very, very hard. Я думаю, что выиграть Open Qualifications — это то же самое, как почти выиграть эту квалификацию после этого, что случилось. Мы почти проиграли Open Qualification там 3 раза уже. А потом мы дошли до семифиналов, и игры были уже попроще, гранд-финал вообще был easy. То есть наоборот, сложнее было? Да, сложнее было, когда ты не знаешь, что сейчас происходит. Какие-то игроки, кто нормально уже играет, они хорошие команды были где-то вот там. И они могут быть хорошей командой через, там, не знаю, 7 месяцев или что такое, когда они сейчас будут играть. Но они были хорошие команды. И ты не знаешь, ты же попробуешь не показывать чего-то или бла-бла, и рулетка же. Что-то не пойдет правильно, и они сделают Рошан левел 1 или что такое. Ну, что-то такое может происходить. И поэтому почти проиграли, и очень трудно было. Как думаешь, если бы вы не прошли эти квалификации, были бы изменения в составе? Конечно. Но я думаю, что люди просто не могут быть вместе после невыигрыша как бы Open квалификации. Это не суть в этом, что мы ненавидим себя. Это просто, что ты будешь там сидеть и думать только о других вещах. И будешь думать, что поменять. Окей. Ты играешь просто на огромном количестве героев. Как думаешь, кого из саппортов другие капитаны или другие составы недооценивают сейчас? Кто из саппортов очень сильный? Ну, есть отличный герой, как Кунка сейчас. Такой сильный, не сильный. Люди думают, что он очень сильный. Иногда у меня не сработало второй день. Первый день сработал хорошо. Варлок какой-то интересный герой сейчас. Игом его использует. Ликвиды тоже попробовали там вчера. И Варлок тоже какой-то интересный такой герой. Что-то когда ты идешь на линию и обудешь этого оффлейнера, ты его убиваешь сильно. И когда ты стараешься пушить тавер, ты все время хиляешь своего героя, и он бьет. Какой-то герой с порман-щилдом, и убиваешь таверов, а потом у тебя есть огромный тимфайт. Не знаю. Варлок и Кунка. Хорошо, спасибо. Не могу не задать пару вопросов о Нави. Начну с такого. Если бы у тебя была возможность
на этом турнире сыграть вот тем старым чемпионским составом. Хотел бы, вот, мог бы сейчас сыграть? С кем? С Артстайлами, Да. с Лостом? Да, конечно. Окей. А почему и нет? Не знаю, почему, нет, просто спросил. Тогда поделись, пожалуйста, своим мнением о текущих игроках команды Нави. Санейка, Дитяра и Генерал. Да. Ну, охарактеризуй как-то вот со стороны, как ты видишь их. Смотри, я их много не знаю, но они все время приходят мне и с нормальными с лицами, как бы, ну, greetings and stuff, бла-бла. Они веселые человеки. У них есть хорошая аура. Мне это нравится, и у них все работает. Даже если они в lower bracket, сейчас они как бы очень хорошая команда, и мы стараемся с ними все время практизировать. У них аура хорошая, мне не нравится. Хорошая фраза. Окей, парочку таких отвлеченных вопросов. Как часто ты общаешься с Айсфрогом? Не общаешься? Точно? Или... Да, не. Стоит ли играть турниры перед самим интернешнлом? Вот, допустим, БТС и StarLadder. БТС может быть, StarLadder я не знаю. StarLadder мог даже быть плохой вариант, чего играть. Но нам надо было играть в турнир из-за этого, что мы не смогли играть в Beyond the Summit. Но Na'Vi, они же играли Beyond the Summit, и потом еще играли StarLadder. Может быть, они слишком много сыграли. Ты считаешь, что не нужно вот прямо за 2 недели до турнира играть турниры? Фиг знает. ЕГЭ тоже сыграли, у них все хорошо идет. Знаешь, выигрывать турнир перед International, вот это может быть проблематично. Но просто играть в турнир не так плохо. Хорошо. Билеты в Ки-арену, вот на сам мейн-эвент, раскупаются буквально за час. На Киев-арена? Ки-арена. Как ты думаешь, нужно ли уже перемещаться за рамки этой арены, куда-то побольше стадион искать? Я не знаю, сколько людей там будет. 17 тысяч, по-моему. Sold out? Да, они раскупаются за час, примерно. Ага. Да, может быть и так и есть. Хорошо. Я не помню. Там обычно арена, они вот так, что они там sold out, вот только вот эти места, а там еще есть как-то наверху очень много сидений, и их даже не продают. Может быть, какая-то фишка. Хорошо. А как ты относишься к тому, что вот в новом сезоне будет не 3 мажора, а 2? И где ты видишь эти мажоры? Не знаю, если Китай получит этот раз. То? Ну, видишь в Китае и где-то в Европе, да? Я думаю, Китай не получит этот раз. Ну, это скорее всего. Но... Что случилось в Шанхае, для меня Шанхай был нормально, отлично. Потому что ты его выиграл. Не так, что я выиграл, но я мог все время. Мы сидели все время в отеле, и мы играли. И мы ничего не видели. Мы не знали, что там в продакшене происходит, мы не знали, что там. Мы сидели в отеле, играли доту, и ничего не происходило больше. У нас группы даже начинались оттуда. Или я даже не помню. Не, группы внизу были, мы даже просто все у нас было отлично. Но у вас продакшн люди, и как выглядело стрим, и все это, и что происходило с Джеймсом, вся эта тема, это плохо было. Окей, но ты считаешь, что если заберут у Китая, где все-таки стоило бы провести эти мажоры? Я не помню, кто хотел держать большую силу на мажор. Но я думаю, что я чувствую, что Россия будет один мажор. Чувствую. Не знаю, что будет. Не общаясь с Айсфрогом, чувствуешь? Нет, да. Только чувствую. Окей. По-твоему, какая самая большая ошибка Valve вот в этом патче? Ошибки. Даже не знаю. Патч хороший. Хорошо.
в доту ты играешь, я знаю, ты увлекаешься музыкой, и в доту ты играешь с музыкой или просто игровые звуки? Не, без музыки. Без музыки. Даже когда герой Айо вышел, я сыграл его один раз, он там делал какие-то, не знаю, непонятные звуки, я минус звуки героев. Хорошо. Окей, было ли такое, что дота помогала тебе пережить какое-то эмоциональное потрясение? Еще нет. Но я знаю очень много людей, кто это помогло. То есть они полностью вникают в доту и Да. закрываются таким образом. Надо, конечно, понимать, что твоя нормальная жизнь, обычная жизнь и компьютерная жизнь должны быть две другие вещи. И когда у тебя что-то плохо идет в жизни, тогда иди в доту играй. И когда ты здесь, и дойдет это до суда. А если у тебя в доте что-то плохо идет, тогда у тебя нормальная жизнь, обычная жизнь должен как бы дойти до этого, что, чтобы быть стабильной. А то люди, здесь очень много таких, кто дота и ставит больше жизни. Жизнь, обычная жизнь, это то же самое. Если дота идет вниз, тогда он будет как, не хороший человек для тебя, он просто неадекватен. Интересно. Как ты отдыхаешь после побед? Иду домой и отдыхаю. Что ты просто... Там разные вещи происходят. Сейчас мы думаем, что мы пойдем в Турцию. Где-то у Кемала есть Summer House. И где-то в South of Turkey. И пойдем туда отдыхать. Кстати, вот вопрос о Кемале. Ты с ним виделся? Можешь как-то его тоже прохарактеризовать? Он ваш спонсор, меценат, друг? Он все-таки же не спонсор. Он пришел в эту команду вот так. Я просто поговорил с ним один раз. Он большой бизнесмен. Он понимал, чего я хочу. Я понимал, что он хочет. Мы партнеры. Сделали, уже Team Secret был, но мы сделали company Team Secret. И он просто человек, кто дойдет до этого, что мы получаем спонсора. Он сам не спонсорирует ничего. То есть он деньги вам не выделяет? Нет. Он, конечно, может быть, покупает какие-то другие вещи там иногда, но это же не реальное спонсорирование. Мы не получаем от него денег. So yeah, that's it. Окей. Спасибо тебе большое за интересное, обстоятельное интервью. Какие-то пожелания русскоязычным фанатам в русской комьюнити? Без мата. Без мата? Да, вот туда. ПРБ, Олежка. Это мат? Нет. Я думаю, да. Нет. Пока, фанаты.